灭的希望全在罗峰一人身上，我已退无可退。6、5、4、3、2、1。在我地球中。Пока мы ждем выхода новых серий аниме «Пожиратель звезд», давайте вкратце рассмотрим, что же произойдет с Лофеном в ближайшее время. Так сказать, подогреем интерес к новому сезону аниме. Лофен заполучил тело Золотого Гиганта. Это большая удача, поскольку вместе с первоклассным телом он получил все знания родословной Золотого Рогатого Зверя. Для Лофена это лучшее начальное тело, так как Золотой Гигант во взрослой форме достигает уровня Лорда Сектора. Собственное тело Лофена куда хуже в плане генов и потенциала. В общем, это один из лучших вариантов для захвата тела. Лофен теперь способен развиваться куда быстрее. У качественной родословной было много положительных сторон. Бабата определила, что этот Золотой Гигант принадлежал к лучшей родословной. Среди космических зверей есть 12 родословных, тех, кто может вырасти до уровня Лорда Сектора. Для появления нового звездного гиганта прежний должен собрать всю свою жизненную энергию в ядре. Предыдущий зверь умирает, и появляется новорожденный Золотой Гигант. По сути, Лофен и был таким новорожденным. Сколько времени ему понадобится, чтобы достичь уровня Лорда Сектора? Это зависит от того, насколько быстро способен расти гигант. Лофен был шокирован. Он узнал с Бабатой, что если золоторогий зверь вылупляется и начинает поглощать только обычный металл, ему требуется 10 лет, чтобы достичь первого уровня звезды. Однако в лучшем случае достаточно 1 года. И этот поглощающий зверь, навлекший так много бедствий на весь мир, был всего лишь годовалым младенцем золоторогого зверя. При нормальной скорости эволюции, чтобы дойти до первого уровня Вселенной, от первого уровня звезды, требуется 100 лет, а до уровня Лорда Сектора или Правителя Мира 10 тысяч лет. С собственным телом Лофена ему, возможно, потребовалась бы вся жизнь, чтобы лишь достичь уровня Вселенной. Пока Лофен исследовал воспоминания Золотого Гиганта и учился управлять новым телом, в мире много изменилось. Например, практически все сильные монстры, даже императоры, испугались и спрятались. Если люди смогли убить Золотого Гиганта, то какие шансы у них? Наступил период мира. Пока глава Хун находился в коме, дворец богов войны рухнул. К тому же иерархия самых сильных борцов изменилась. Из 8 сильнейших сейчас 2 были в коме, а Лофен отсутствовал. Остальные пожертвовали своей жизнью, чтобы убить гиганта. Через некоторое время Лофен почти закончил. «Я могу вернуться. Я могу увидеть Сюсинь. Я могу увидеть своих детей». Лофен был очень взволнован. Многие спрашивали, если сейчас у Лофена тело гиганта, вернет ли он свое человеческое тело? Да, это обязательно случится. Основным телом Лофена будет Золотой Гигант, так как он пожертвовал своим телом землянина. Но, к счастью, у Золотого Гиганта есть особый талант. Спасительный талант под названием клон. На уровне звезды мог быть 1 клон, на уровне Вселенной можно было получить 2-го клона, на уровне Лорда Сектора можно было получить 3-го клона. И каждый из этих клонов – это индивидуальное существо, которое могло обучаться само по себе. Используя материал, содержащий гены, он может создать копию в своем внутреннем мире, идеально копируя гены, тело и врожденные навыки представленного материала. Этот аватар станет отдельным существом и будет развиваться независимо. Пользователь имеет возможность свободно управлять как основным телом, так и всеми клонами. Даже если тело клона умрет, пользователь выживет и сможет восстановить эти тела, если у них будет достаточно энергии. Поскольку созданные тела также могли постепенно тренироваться, не было сомнений в том, что первое тело было безусловно самым важным. Именно поэтому выбор расы и родословной был так важен. По идее, можно создать тело, которое будет даже лучше Золотого Гиганта. В качестве первого тела золоторогие звери обычно выбирали очень хорошие расы и родословные. Это было связано с тем, что условия для создания клона были очень простыми. Достаточно лишь пряди волос или капли крови, содержащей следы генов и подобных материалов. Лофен, конечно же, твердо решил сделать свое первое тело человеком Земли. А как по-другому он увидится со своими родными и женой? Это понятно, что первым делом Лофен захочет вернуть себе человеческое тело. А то представьте, появляется страшный Золотой Гигант, который, как все думали, умер, и говорит всем, что он Лофен. Довольно странно, согласитесь. Поэтому Лофен немедленно начал процесс взращивания. Это было довольно тяжело, поскольку тело помещалось во внутренний мир Золоторогого зверя и развивалось с нуля. И это говорит о том, что Лофен с телом гиганта уже достиг уровня звезды, потому мог начать создание первого клона.
Кинетический состав полностью копировался. Например, когда Золотой Гигант на уровне Лорда Сектора получал волосы человека Лорда Сектора и производил тело, он производил тело борца уровня Лорда Сектора. Однако ограничением было то, что он не мог произвести что-то сильнее самого себя, даже если гены были лучше. Он рождался с тем уровнем силы, который был у Гиганта, но мог развиваться в дальнейшем намного быстрее. Очень ждем, когда Ло Фэн создаст себе новое тело. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, каким же будет это тело Ло Фэна и насколько сильным. Подписывайтесь на канал и всем пока.